Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Недавно я делал видео про разбор видеокарты GTX 1650 Super, которая является отличным бюджетным решением для игр. А в этом видео давайте разберемся с более старшей моделью GTX 1660 Super, которую уже нельзя назвать бюджетной видеокартой, но в то же время она явно не дотягивает до топовых решений компании Nvidia. Ну а перед тем, как мы заглянем под капот GTX 1660 Super, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с предыстории этой видеокарты. GTX 1660 Super появилась на рынке немного раньше своего младшего брата GTX 1650 Super. И многие тогда ее не приняли всерьез, так как это была очередная подделка на всеизвестном кристалле TU-116. Не буду ходить вокруг да около, анализируя технические характеристики 1660 Super. Ведь все, что подверглось изменению в ней по сравнению с обычной версией, это тип и пропускная способность видеопамяти. В прошлом Nvidia уже не раз выполняла промежуточную модернизацию того или иного продукта за счет ускоренной памяти, когда в коммерческих поставках появлялись нужные микросхемы, и в то же время складывались побуждающие к действиям рыночная конкуренция. Так, например, в спецификациях GeForce GTX 1060 однажды возникла опция с чипами GDDR5, обладающими пропускной способностью 9 гигабит в секунду, вместо 8 гигабит у обычной версии. А GTX 1080 получила апгрейд с 10 до 11 гигабит в секунду. Тем не менее, ни в том, ни в другом случае видеокарта с обновленной конфигурацией памяти не удостоилась отдельной позиции в модельном ряду Nvidia. Однако для GTX 1660 Super неспроста сделано исключение, ведь в этот раз набор чипов GDDR5 8 гигабит в секунду меняют сразу на GDDR6. Причем Nvidia не поскупилась на быстрые микросхемы с пропускной способностью 14 гигабит в секунду, которые используются во всех старших ускорителях на чипах Turing, вплоть до Titan RTX. Таким образом, GTX 1660 Super получила в свое распоряжение большую пропускную способность памяти, чем сама GTX 1660 Ti. А по сравнению с базовой моделью без приставки Super, она вообще выросла на 75%. Остальные параметры чипа TU-116 в составе суперверсии GTX 1660 остались прежними, включая базовую частоту и частоту буста. Только диапазон энергопотребления пришлось расширить со 120 до 125 Вт, в соответствии с потребляемой мощностью массива GDDR6. Если Nvidia на тот момент решила дать фору GTX 1660 в ожидании скорого дебюта видеокарт AMD, на базе архитектуры RDNA, то апгрейд оперативной памяти был идеальным и по сути единственным возможным решением. Помимо типа памяти GTX 1660 Ti отличается от простой GTX 1660 без Super только наличием дополнительных 128 шейдерных ALU, что после коррекции на сниженные тактовые частоты старшей модели дает 8% теоретического быстродействия. При таких условиях невозможно втиснуть между GTX 1660 и 1660 Ti какую-либо новую модель, манипулируя одной лишь конфигурацией графического процессора. А вот производительность оперативной памяти даже для чипа TU-116 значит очень много. Как ни крути, 1660 Ti опережает свой урезанный аналог в игровых тестах на 20%, а вовсе не на 8%. И в итоге получилось, что обновленный GTX 1660 с приставкой Super вышел по быстродействию на уровень GTX 1660 Ti. Получилось это только потому, что разница в самом кристалле не столь значительна, что ею вообще можно пренебречь. А вот пропускная способность памяти сыграла явно на стороне 1660 Super. Думаю, многие сейчас подумали, что карта с приставкой Super пришла на замену версии Ti, но, к сожалению, это не так. Обе предыдущие модели не были сняты с производства и существуют на рынке вместе с GTX 1660 Super, вводя тем самым в смущение технически непросвещенных покупателей. Приставка Super наверняка сильнее въедается в сознание, чем сдержанный Ti. Но если внимательно смотреть на цены, должен возникнуть вопрос, почему Super стоит дешевле. И многие на этом моменте подумают, что она хуже и возьмут себе 1660 Ti. Как по мне, на это и делается расчет. Ну и давайте посмотрим на цены. И как видите, самая дешевая GTX 1660 Super стоит всего 18 тысяч рублей. Однако тут не все так просто, ведь это уже не самая бюджетная видеокарта. И брать однокулерную версию я бы вам не советовал, так как по температуре версия Super немного горячее даже более старшей версии Ti. Связано это как раз таки с более быстрой памятью. Хотя в случае сильной экономии бюджета, конечно, можно взять и модель с одним кулером. Только не берите разогнанную версию с приставкой OC, так как она будет очень дико горячей с одним кулером. И у моделей OC очень часто наблюдается буст частоты выше адекватной. Это вовсе неплохо, даже наоборот хорошо. Но как вы поняли, на температуре это сказывается очень сильно. А вот неплохие двухкулерные модели начинаются сейчас от 19 тысяч. И в целом они неплохо справляются с охлаждением. Но в описании вы как всегда сможете найти ссылки на самые удачные модели видеокарты GTX 1660 Super, которые неплохо себя показывают по температурам. И там же я оставил ссылку на версию с одним кулером, без заводского разгона. А теперь давайте взглянем на цену GTX 1660 Ti.
И как видите, даже за однокулерную TI с нас уже просят 22 тысячи рублей, хотя эти карты практически не отличаются друг от друга. Но тут больше ничего не остается, как отдать дань уважения маркетологам Nvidia, так как проработали они явно на славу. Смотреть на тесты смысла особо нету. Но вот, например, бенчмарк GTA 5, в котором и 1660 Super, и 1660 Ti выдают практически одинаковый FPS. И все равно до сих пор непонятно, зачем Nvidia сделала подобный ход, так как с выходом Super пропало абсолютно любое желание рассматривать к покупке ее же видеокарту 1660 Ti. Вполне возможно, что они уже продали большое количество этих видеокарт, и теперь их больше интересует конкуренция с картами AMD. Но можно было бы тогда просто скинуть цену на 1660 Ti, а не изобретать новую видеокарту. Ладно бы, если у версии Ti была поддержка трассировки лучей, тогда бы было все понятно. Но Nvidia делала уже такой трюк, когда выпускала эту же самую 1660 Ti. Но как ни крути, факт остается фактом. Более младшая и более дешевая модель 1660 Super получила большую пропускную способность памяти, чем более дорогая и старшая модель. А если быть точным, то 14 тысяч мегабайт в секунду у GTX 1660 Super против 12 тысяч мегабайт в секунду у GTX 1660 Ti. И второе различие между картами — это количество блоков наложения текстур. У старшей карты их 96, а у младшей 88. Но на практике эта разница и компенсируется более быстрой памятью. А если взять во внимание тот факт, что игровая индустрия не стоит на месте, и каждая новая игра запрашивает все больше и больше видеопамяти, то как раз таки скорость памяти дает больше прироста, чем наличие лишних 8 текстурных блоков. Также стоит упомянуть и старые видеокарты. Сравнивать GTX 1660 Super с GTX 1060 смысла особо нету, так как на ее уровне выступает 1650 Super. А вот с более старшей GTX 1070 эта карта выступает практически на одном уровне. Хотя по количеству ядер CUDA она явно позади. Если быть точным, то 1408 у GTX 1660 Super против 1920 CUDA ядер у GTX 1070. Но более высокая частота буста у архитектуры Turing и быстрая память делают эти карты примерно равными в игровых нагрузках. Хотя у 1070 есть преимущество в виде большого объема видеопамяти. Но даже сейчас на БУ рынке эта видеокарта стоит порядка 15 тысяч рублей. И гораздо проще взять именно новую GTX 1660 Super. Ну или ждать, пока спадет цена на вторичке. В общем, вот такие вот дела происходят в среднем сегменте видеокарт. Я надеюсь, после просмотра этого ролика вы теперь точно знаете, какую видеокарту покупать в игровой компьютер среднего класса и сэкономить на покупке порядка 4000 рублей. Ведь именно такая разница сейчас между самыми дешевыми версиями Super и Ti. Ну а если вам понравился ролик, то обязательно поставьте ему лайк. Также хочу напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК, то вы всегда их можете задать в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!